Николай Львович, я вчера наткнулся в интернете на фильм 1990 года с вашим участием. Вам там было 17 лет, вас расспрашивали про конкурс Баха. А, И мне показалось, что вы совершенно не изменились за эти 27 лет. То есть вот по речи, по образу мысли, даже по внешнему виду совершенно вот почти как сейчас. И я понял, что для меня вы вообще вот человек без возраста. А как вы сами внутри, вы ощущаете себя на сколько-то лет? Мне это удивительно слышать. И мои близкие, наверное, так не говорят. Ну, одно дело все-таки телеинтервью, другое дело реальная жизнь. Ощущение возраста есть, конечно. Оно самое разное, но мне кажется, мне приходится предпринимать иногда серьезные усилия, чтобы самому себе казаться чуть-чуть моложе. То есть ощущение старения иногда бывает? Да, Да. но я не думаю, что оно какое-то вот какие-то последние годы прям вот сильные. Ну, в какой-то момент, лет, наверное, как-то под 40, ну, кажется, человек ощущает себя как-то, начинает по-другому ощущать. То есть, ну, да есть известные вещи, но есть совсем простой пример, когда человек вот одну половину жизни говорит, я совсем даже и не такой молодой, и потом говорит, я совсем даже не старый. Ну, естественно, я уже в той категории, когда хочется сказать, я еще не старый. Нужно находить прелести в каждом возрасте, и я совершенно убежден, что в 60-70 лет есть свои преимущества, свои прелести. И вот как раз в России, мне кажется, это вот один из элементов, которые нужно развивать. Люди, которым за 60, ну, есть разница вот с какими-то западными пенсионерами, но это, правда, с уровнем жизни очень связано, когда люди выходят на пенсию, и они расцветают, потому что вот тут вот можно начать жить. Да не, ну любой человек хочет вернуться, конечно, в юность, почти любой, но каких-то беспокойств, может быть, в юности больше. Ну, юношеских самоубийств вообще. От несчастной любви, я думаю, что в 20 лет прыгают из окна чаще, чем в 40. А в какой момент вы поняли, что вы будете музыкантом профессиональным? Вы знаете, такого момента не было, потому что если попытаться вспомнить ощущение детства, ну, ребенок не мыслит такими категориями, что принял решение, ну, мне так кажется, что если он так формулирует, то это обычно смешно, обычно так не случается. Мне нравилось играть, мне нравилось слушать, мне очень нравилось читать ноты. Я болел, лежал в кровати с температурой, я не хотел читать книжки, я читал ноты. Читал ноты и слышал эту музыку. Вот, мне нравилось играть, мне нравилось читать с листа. И я думаю, что это, конечно, везение. Во-первых, я родился в Москве, мои родители не из Москвы. Мама родилась в Душанбе в эвакуацию в 1942 году, а папа родился в деревне в Калужской области. А встретились они в Москве, потому что папа учился на физтехе, а мама в МГУ. Они встретились, поженились, и в те годы два студента могли возможность иметь как-то построить кооператив. То есть мой брат старший родился еще, по-моему, они жили в коммуналке. А я родился, уже была квартира на 26 бакинских комиссаров. То есть я вот продукт той системы образования и то, что сейчас называется социальные лифты, очень, очень, очень смешное название. Вот у меня много преимуществ в моем образовании и развитии вот благодаря той системе. Вы продолжаете играть в шахматы Ну, иногда, да. и ходите на турниры? Ну, шахмат такая игра, где самое комфортное — это смотреть партии в интернете. Вы можете смотреть вживую практически, ну, из серьезных турниров, любую партию, которая играется в данный момент, и у вас больше возможностей даже почитать комментарии, нежели придя на турнир. Но на турниры иногда я захожу, ну, если играют, скажем, кто-то из моих друзей, ну, вот, наверное, самый близкий из друзей, из великих шахматистов, это, конечно, Крамник. Мы дружим, он раньше жил в Париже, сейчас в Женеве, но мы постоянно, если я в Париже, или сейчас в Женеве, или если он в Москве, но мы всегда увидимся, пообщаемся. Но иногда я заходил на турнир, просто шахматная партия серьезная, длится много часов. Вот, поэтому, конечно, вот вживую, ну, иногда захожу, но редко. Конечно, ну, сам
наверное, последние года 2-3 чуть-чуть меньше стал играть, а так у нас был регулярный предновогодний чемпионат среди музыкантов по Блицу, где я почти всегда занимал 2-е или 3-е место. А как вы думаете, есть какие-то параллели, какие-то связи между музыкальным искусством и искусством игры в шахматы? Ну, конечно, это творчество. Конечно же, есть то, когда человек один в одиночестве готовится. А вот противоположностей значительно больше. И главное — это вот понятие результата. Выиграл, проиграл, ну или ничья. А в музыке этого нет. И вот это вообще довольно любопытное противоставление. Это то, что это и возраст не только человека, но и вообще даже там страны, цивилизации, мышления, когда в детстве вот это вот понятие выиграть, проиграть, кто сильнее, кто слабее, оно невиданной силы этого представления. Но это вот то, что делают притягательные музыкальные конкурсы для широкой публики. И, в общем, по ощущению все-таки вот мышление у нас в стране довольно молодое. Все-таки хочется понять, кто выиграл. Если выиграл, с каким счетом. И кто проиграл. Вот, потом же кто виноват там, и что делать. А вот понятие того, что есть что-то, когда все выигрывают, оно менее доступно. Это более распространено в тех обществах, в которых очень долгое стабильное существование. Музыка все-таки это как бы радость и наслаждение, даже самое трагическое, но в любом варианте. Но человек, который лежит в нокауте, например, да даже шахматист, который проиграл партию, это другие ощущения. Так скажем, в философском плане это противоположные вещи. И, может быть, поэтому, кстати говоря, очень многие музыканты любят играть в шахматы. Это как бы вот компенсация. Ну, и я бы так сказал, что все-таки любой спорт, а шахматы — это абсолютный спорт. То есть тут вот спорт в чистом виде — это все-таки очень ярко выраженное мужское начало. Вот кто сильнее, кто лучше, кто выиграл. А в музыке это мужское начало меньше. И оно полностью вот отсутствует понятие победителя, выигравшего. Получается из двух ваших мыслей, что более развитые общества — это более женски ориентированные общества. Ну, знаете, когда сам человек любит обобщать, когда ему скажут это обобщение, он сразу засомневается. Может быть, хотя как бы, когда я говорю об искусстве, я вот этот вот понижение вот этого мужского начала я чаще чувствую со знаком плюс. А если говорить в целом об обществе, о стране, о структуре, конечно же, нет. То есть, процессы старения, то есть это объективно, и по этому поводу не нужно как бы паниковать, но в принципе, конечно же, старение организма, оно тоже связано с понижением вот этого вот мужского начала. Я чувствую реально прелести и в том, и в другом. И в состоянии, когда есть полное как бы единение всех, и все выигрывают, все радуются. И, конечно же, вот это вот соревновательный элемент в этом, конечно, тоже много замечательного. Но это все-таки, мне кажется, возраст. Чем моложе человек, тем, мужчина особенно. У женщин по-другому. У мужчин, чем моложе мужчина, тем в нем этот соревновательный элемент сильнее. Я почему спросил про параллели, потому что мне кажется, что шахматы все равно связаны со стратегическим мышлением, правильно? С идеей планирования, расчета. А музыка, наверное, все-таки чуть более спонтанное искусство, то есть там больше места спонтанности. Но вашу игру как раз часто характеризует вот такой вот гармоничностью целого, способностью выстраивать большие формы и так далее. Есть тут связь для вас, для Нет, вашего связи мозга? тут, конечно же, нет. Я думаю, что кто как характеризует, потому что это
характеризуют очень по-разному, и это всегда говорит все-таки не о моей игре, а о том, кто характеризует. Человек вообще, который высказывает свое мнение, он все равно, главное, что он говорит не о том, о чем он говорит, а о себе самом. А это вы абсолютно правильно сказали, что вообще в шахматах логический элемент, он превалирует безумно сильно. То есть это 90-95% логики, рационального, и то, что вот можно именно вот рассчитать, подсчитать. Это не только стратегически. На самом деле, как ни странно, с развитием компьютерных технологий стратегический элемент все уменьшается в шахматах. То есть выясняется, что все эти далеко идущие планы, они мало чего стоят. То есть реально вот каждый ход настолько изменяет позицию, что оценка позиции, часто даже у очень сильных шахматистов, она просто взлетает, опускается сразу после каждого, так сказать, полухода. В музыке действительно логика, она маленькую роль имеет, маленькую роль играет. То есть она есть, как бы и начальный этап, и разучивание, и того, что люди форму изучают в консерватории, это, конечно, играет свою роль. Но в конечном итоге это то, что дано всем. Вы участвовали и стали лауреатом 3 важных больших конкурсов, как минимум 3. Баха в Лейпциге, Рахманинова и Чайковского в Москве. И на всех 3 конкурсах вы получили 2-ю премию. Да? И вот сейчас, когда вы сказали про шахматные турниры, вы сказали 2-ю или 3-ю премию. Были ли у вас какие-то, не знаю, мысли о том, что это какая-то карма, вот 2-я премия, 2-я премия? Есть данный момент, есть данный конкурс. Но, конечно же, на конкурс Чайковского первая реакция была, конечно, была обида, что я буду притворяться. Конечно же, на том конкурсе было очевидно, что как бы и публика, и все как бы уверены, что я после финала должен победить. Конечно, была обида. Сейчас мне, конечно, смешно на эти чувства смотреть. Тогда я интересовался, там где-то половина членов жюри голосовала за присуждение первой премии, половина против присуждения. Сейчас мне действительно это как-то, я с улыбкой на это смотрю. Тогда, в какой-то момент обидно. Я повторяю, в том возрасте, конечно, 1-я, 2-я, 8-я премия, это очень важно, конечно, человек это чувствует, больше радуется, больше огорчается. А карма, да не знаю. Вот это повторение одной и той же. Нет, вы понимаете, не совсем. То есть то, что вы говорите, на самом деле, как бы все наоборот. Дело в том, что из пианистов, которые вообще когда-либо играли на конкурсе, я не уверен, что найдется хоть кто-то, игравший меньше меня. То есть есть несколько великих пианистов, Баренбойм, Кисин, Володось, которые не играли на конкурсе. Это есть несколько. А из тех, кто играл, может быть, там парочка найдется, кто играл меньше. Первые 2 конкурса в реальности конкурсы очень локальные, они замечательные, прекрасные, но в мире как бы последствий никаких от них нет и не было. Может быть, когда они только начинались, были баховский конкурс, который выиграла моя учительница Николаева в 50-м году, но сейчас это маленький конкурс, мне было 16-17 лет. Это все-таки такое развлечение. Конкурс Чайковского, серьезнейший конкурс. Тогда, в 1994 году, он, сознательно, я считаю, был, как бы его значение было очень как бы уменьшено, было сознательно, что там я как победитель конкурса получил, по-моему, $3500, если я ничего не путаю. Простите, а сознательно, то есть это чья-то цель была? Было некое, у нас в стране проходят все время волны. Сначала нужно доказать, что мы лучше всех и впереди планеты всей, а потом есть волна, когда нужно доказать, что мы хуже всех, и как бы вся история страны — это один позор. Эти волны все время чередуются. Мой конкурс Чайковского попал на ту волну, когда нужно было доказать, что все, что у нас есть, это настолько отвратительно, бездарно
и нам надо начинать опять с нуля. И вот конкурс Чайковского, так как он имеет большую традицию, это вот он попал в эту как бы... Ну, это объективное течение истории, все вместе там. Вот сейчас его значение колоссальное. То есть человек, получающий первую премию на конкурс Чайковского, это, ну, это большой успех в жизни. Тогда нет. То есть фактически вы построили карьеру без помощи этих конкурсов? Ну, с минимальной. То есть, по крайней мере, когда я играл концерты на Западе, скажем так, в середине 90-х годов, очень многие удивлялись. Они говорят, как вы играли на конкурс Чайковского? Масса людей, даже критиков, не знали об этом. А как вы думаете, сейчас, вот в 2017, возможно ли построить мировую карьеру без конкурса для пианиста? Конечно. Ну, много карьер строится без конкурсов, конечно. Ну вот после Кисина были такие примеры действительно Конечно. мировых величин? Конечно. Нет, ну, людей, которые играют концерты в престижных залах в разных странах, я просто не занимался этим вопросом, но думаю, что очень много, конечно. Но вы преподаете, да, ведь в консерватории, общаетесь с студентами, я тоже с ними общаюсь изредка, и по моему мнению, вот то, что я вижу, вся молодежь в районе 18-20 лет, когда спрашиваешь у пианистов, ну какие планы, где, ну вот готовлюсь к этому конкурсу, готовлюсь к следующему конкурсу. У них все мышление идет конкурсами, потому что, а что им делать? Вот они сидят в Москве, у них есть там 3 концерта в год в камерных залах или 10 концертов в год. Ну, конечно, им хочется большего. Если брать как бы системы отборов, какие бывают системы отборов? В реальности это или конкурс, или тот или иной тип личных связей. И в этом плане, конечно же, скрипя сердце, я должен сказать, что конкурс честнее. Есть, понятное дело, гигантское количество минусов, и я говорю, что вот это спортивное начало, присутствующее на конкурсе, оно, в общем-то, в корне противоречит музыке. Но карьера, которая базируется на личных знакомствах, на родственных связях, на романах, ну, все-таки это как-то менее привлекательно, тем не менее, чем конкурс. Ну, естественно, есть молодые, красивые какие-то девушки 18-19 лет, у которых хорошая карьера, которые не играли на конкурсах. Ну, вот. И юноши, наверное, тоже есть. Нет, ну, конечно, бывает. Я думаю, что как раз пик значения конкурсов, он прошел. Я думаю, что это 60-е, 70-е годы, когда конкурсов было меньше, но зато каждый из них был значительным. Конечно же, первая премия – это была гарантия какой-то карьеры. А потом конкурсов становится больше и больше, и все из них, каждый из них начинает чуть меньше иметь значение, в том числе даже и вот вышеназванные конкурсы. Поэтому думаю, что как раз карьер без конкурсов становится больше. Вот мне так кажется. У нас предыдущим героем интервью был Андрей Коробейников, ваш коллега, и он прошелся по многим крупным именам пианистов с критикой, а потом сказал, а вот Николай Луганский последние годы очень-очень вырос, гораздо лучше стал играть. Как вы прокомментируете? Был у вас какой-то сдвиг резкий? Я никак не прокомментирую. Вы знаете, я повторю только свою мысль. Во-первых, мне очень многие выступления Коробейникова нравятся, и записи его, я помню, и Скрябинский диск замечательный, мне нравится, как он играет. Ну, я вам так скажу, то, что человек говорит, ну, это менее важно. Ну, конечно, мне приятно, если человек обо мне отозвался хорошо, приятно, если отозвался плохо, менее приятно, но на самом деле вопрос-то мой про сдвиг, вот мне вот что интересно. Вы не чувствуете такого? Ну, все время человек, каких-то революционных перемен, конечно, у меня не было. Ну, я, наверное, не произвожу впечатление человека, у которого происходит революция, вот сейчас он был гонителем христианства, а сейчас он стал апостолом Павлом. Я, наверное, все-таки, не такой человек. Думаю, что таких сдвигов безумных у меня не было. Вообще, высказывание человека, конечно, говорит о нем самом.
Вот мы слушаем запись, какую-нибудь классическую запись великого музыканта или не великого. И вот мы ее слушаем через 10 лет. А еще лучше сделать это анонимно. Вас уверяю, у человека сейчас и через 10 лет будут разные мнения об этой записи. А если ему еще сказать, что это живая запись, то человек через 10 лет вам скажет: вы знаете, человек, конечно, очень многое потерял из того, что... Или вы знаете, он очень вырос. Но по себе-то я не замечаю, что я меняюсь. Я меняюсь как слушатель, но человек в себе самом это никак не может зафиксировать и еще выстроить эти изменения. Какое у вас отношение к индустрии звукозаписи вообще? Есть ли у вас ощущение ее умирания? Ну, естественно, эта индустрия не может приносить те колоссальные деньги, которые это приносило в конце 80-х, в начале 90-х. Я помню, что я тогда был совсем молодым человеком, но я мог уже оценить масштабы, когда просто пластинки переделывались на компакт-диски. Это покупали все во всем мире, и на этом люди, которые вовремя поставили печать, подпись и стали обладателями каких-то прав, ну, делали просто состояние. На классической музыке сейчас, конечно, такого не может быть, и никогда уже этого не будет. Но умирания нет, у меня нет ощущения умирания. Все хотят делать диски, но я лично путешествую не с айподом или как что. У меня вот в сумке лежит маленький компакт-диск-плеер, я слушаю диски. Люди среднего пожилого возраста слушают, покупают диски. Про молодежь не знаю, наверное, уже есть какие-то новые средства потыкать в какую-то клавиатуру и скачать, скорее всего, бесплатно запись вполне возможно. Ну, умирания нет, все записывают. Лет 5 назад вы в интервью говорили, что соотношение ваших концертов в России и за рубежом — это 15 в России, 85 за рубежом примерно. Я посмотрел список ваших концертов за последние полгода, и там получилось 35 за рубежом и 10 в России. То есть соотношение гораздо более оптимистичное в сторону России. А изменилось что-то? Больше стало концертов? Ну, я хотел сказать, я думаю, что, конечно, каждые полгода будет по-разному, но я думаю, что процент концертов в России чуть-чуть увеличился. Это связано с чем? Это связано с приглашениями. Вообще большинство исполнителей, они вот их позвали, они либо едут, либо не едут. Вот у меня руководящих талантов 0, поэтому я в плане организовать других, себя, ну, как-то пытаюсь с переменным успехом, других просто не могу, поэтому больше приглашений из российских городов. Вот я помню, что в 90-е годы это было даже какой-то вот элемент обиды, что вот я вроде как выиграл конкурс Чайковского, никто в России меня звать не желал. А за границей меня звали, независимо от этого конкурса, но первые мои выступления были скорее связаны с тем, что моя тогда учительница Татьяна Петровна Николаева привозила мои записи своим импресарио, но мне тогда было 16-17 лет, это значительно в этом возрасте проще делать карьеру, чем 25-30, тем более в 40. И, естественно, многие импресари интересовались. Уж, видимо, нравились записи, которые живые или студийные, которые у пианиста 16-17 лет. В России этого не было в 90-е годы, но я думаю, что общая ситуация, общество стало стабильнее, есть какие-то правила, есть какой-то у кого-то какой-то достаток, где-то нет достатка, где-то есть, стало стабильнее. В общем, конечно, концертная жизнь в России сейчас, по сравнению с серединой 90-х, конца 90-х, конечно, намного лучше в целом. Тут без сомнений. А вот мне интересно, в сравнении с серединой нулевых, то есть вот за последние лет 10. Трудно сказать. Мне кажется, что есть какие-то экономические факторы, которые я пристально не изучал. Думаю, что просто середина нулевых, какой-нибудь 6-7 год, это просто были немыслимо сытые года во всем мире, и в том числе в России. То есть я помню, что шла дискуссия, что вот избыток средств — это так опасно для экономики, так опасно, что такое количество долларов, евро, что с ними делать. Ну, потом случился какой-то там 1 или 2 мировых кризиса, этот избыток исчез. Ну, середина нулевых годов, я во всем мире, это я и в Испании видел, что люди работают по 3-4 часа в день. Гонорары прекрасные.
живут сытно, счастливо. Сейчас в Испании, ну, конечно, жизнь потруднее. Так во всем мире. Я думаю, что в России плюс-минус. Но в данном случае вот как бы стабильность и, ну и когда в течение многих лет происходит плюс-минус одно и то же, оно вот этот процесс чуть-чуть улучшает, облегчает возможность организации концертов классической музыки. Я заметил по вот нашим интервью, которых было уже больше 10, что практически все мои собеседники, выдающиеся музыканты, не имеют аккаунтов в социальных сетях и вообще мало пользуются интернетом. Мне кажется, что уже можно говорить о связи, о тенденции, что ли. Как вы думаете, степень реализованности человека, его достижений связана с тем, что он не тратит полжизни на социальные сети? Ну, может быть, все-таки тут обратная связь. Вот социальные сети, интернет, для этого нужно все-таки свободное время. Для этого нужно большое количество свободного времени, но я сейчас уже не буду резко высказываться. Плюсов у интернета огромное количество, а для людей, живущих далеко от крупных центров, сплошные плюсы. То есть так в идеале запретить интернет в столицах, в крупнейших городах, но в маленьких провинциальных городах и в деревнях просто вот обязательно в каждой деревне, в каждом доме должен быть интернет, люди должны. Можно услышать концерты вживую, театральные постановки. Просто количество времени – это проблема всего мира, что для выживания необходимо значительно меньше физических усилий и значительно меньше труда, чем даже 40-50 лет назад. Не говоря уже про 100-150, когда проблема выжить, проблема вылечиться, проблема… То есть мир изменился безумно, но, конечно, я во многих уголках России не был, и тем более не был во многих уголках, скажем, Индии или Китая. Но думаю, что все равно процесс повышения уровня жизни будет происходить неизбежно. Медицина и образование, и пропитание – это все. Что это означает? Это означает, что у огромного количества людей возникает значительно больше свободного времени и ощущение нереализованности. Это колоссальное явление, то есть, как вот говорят в Европе, ну это, конечно, безумно сытый регион, но формулировка очень простая. Вот, понимаете, наши безобразные правительства, они способны раздать деньги, они не способны раздать работу. Ну, Россия страна победнее, но эта проблема и в России уже возникает. То есть, ну, организовать жизнь в каких-нибудь северных территориях настолько трудно, что все равно за это никто и не берется, наоборот, это отмирает. А проживание в комфортных центрах связано с тем, что условия для выживания уже давно созданы, и они есть. Соответственно, возникают часы свободного времени, которые люди заполняют общением в интернете, писательством в интернете. Но, естественно, вот скажем, моя профессия связана, это помимо творчества еще и ремесло. Ремесло требует определенного времени занятий. Естественно, у меня этого времени не очень много. И кроме того, у меня и семья, и заботы. То есть, конечно, каждый человек убежден, что у него меньше свободного времени, чем у другого. Но вот мне кажется, что у меня не так много свободного времени. Соответственно, вести свой аккаунт в социальных сетях, ну, видимо, еще вы подобрали таких людей, потому что, конечно же, есть музыканты, которые этим занимаются. И самые разные. Ну вот, я убежден, что вот Короян сегодня, ну, конечно, у него был бы очень активен. Ну, естественно, у него была бы команда, которая за него это делает, но, естественно, этот человек все равно бы смотрел, как он представлен там, в такой сети, в такой, ВКонтакте, я не знаю, в Инстаграме, я совсем в этом не разбираюсь. И, естественно, есть известные исполнители, которые все это ведут. Некоторые ожидаемо, некоторые для меня неожиданно. Я вдруг убеждаюсь, что человек, который выглядит совершенно не от мира сего, погруженным только в свое искусство, он тоже присутствует где-то. Ну, мне-то о нем это говорят. Все бывает. Ну вот Сара Чанг, скрипачка, недавно мне говорила, что ее заставили агенты, значит, завести Твиттер.
Ваши агенты когда-нибудь просили вас прийти в социальные сети? Ну, агенты что-то такое говорили, да. Я им говорил, что я об этом подумаю. Любой агент будет настаивать. Ну, как настаивать? Мои агенты уже не могут настаивать, они могут предлагать и советовать. Я помню, что импресарио, английская женщина, говорила, что вот сейчас, например, ну, человек, который мечтает получить контракт с Deutsche Grammophon, ну, просто обязательно у него должен быть. Я все забываю, то ли он должен быть в Фейсбуке, то ли ВКонтакте, то ли еще где-то. Вот вы человек максимально далекий от какой-либо скандальности, от какой-нибудь там желтой прессы. И мне кажется, что публика ваша в основном такая же. В общем, образованная, спокойная публика. Но вы знаете, в поисковиках, в Яндексе, в Гугле, когда ты набираешь имя какое-то, система предлагает список самых часто задаваемых вопросов. То есть то, что люди чаще всего смотрят. Вот я набрал Николай Луганский, и первые 2 пункта, даже не 1, а 2, это были Николай Луганский, личная жизнь. Вот почему так происходит, что даже те, кто интересуется вами, интересуются именно этой стороной жизни? Я, честно вам скажу, не знаю, потому что есть явно люди, у которых много чего более интересного в личной жизни. И я могу только допустить, что любой человек, который как-то на виду, ну, я, конечно, не звезда, но все-таки кто-то обо мне знает. Видимо, про любого человека так происходит. Если человеку, наверное, больше 16 и, может быть, меньше 80, наверное, я подозреваю, что, может быть, так будет с любым артистом. Нет? Ну, не с любым, на самом деле, почему-то. Но, может быть, просто когда люди все на показ выставляют как раз. Вот моя семья. Уже меньше вопросов Да, возникает? да, наверное, такая связь может быть. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я, как вы понимаете, не гуглил свою фамилию, я не знаю, что вылезает. Кстати, я думаю, вы один из последних людей на Земле, кто не гуглил свою фамилию. Это уже редкость, я вас уверяю. Ну, я как-то с трудом могу себе представить какого-нибудь инструменталиста, который, ну, вот, который действительно хочет попытаться сыграть хорошо, который вот... Вообще люди очень разные, знаете. Я не доктор, я не гений, поэтому мне очень трудно угадать, как мыслит другой человек. Набирает он свою фамилию в Гугле или не набирает. В том самом интервью 1990 года дама, которая задавала вам вопросы, спросила: «Коля, во что вы верите?» Вы сказали: «В добро, в справедливость». Мой вопрос: изменилось ли что-то за 27 лет? Ну, это очень... И вопрос абстрактный, и мой ответ был очень абстрактным. Я даже не совсем понимаю сейчас, как бы... То, что добро существует, безусловно, справедливость тоже существует, это еще сложнее. Вот во что вы верите, ну, вообще, конечно, очень интимный вопрос. То, что существует независимо от чего бы то ни было, там, от политики, от как бы людской доброты, злобы, ну, музыка, безусловно. То есть значение Моцарта, Шопена, Чайковского, Прокофьева, оно никак не поменяется от возраста нашего, от нашего там доброго расположения духа или раздражения. Вот это то, что всегда есть. И это колоссальный плюс людей, которые этим заняты. То есть в любой ситуации вы к этому можете прислониться, вы можете открыть ноты, вы можете сами поиграть, вы можете послушать, и вы понимаете, что все-таки там цена вашему раздражению, обиде, злобе, в общем, 0 по сравнению с этим. Это очень серьезная вещь, это то, что, мне кажется, что вот людям, которые
во власти, нужно всегда помнить, потому что, ну, идет постоянная, как бы вот, особенно в провинции, люди, занимающиеся культурой, конечно, жалуются, что, скажем, на спорт выделяется больше денег, чем на культуру. Я тут вообще как бы не сторонник давать кому-либо советы, но в плане долговременной перспективы человеческой жизни, конечно, стоит иногда людям, которые распределяют деньги, задуматься. Вот сейчас им, скажем, 40, будет 60, будет 80. Ну, кто-то, наверное, будет пересматривать какой-нибудь хоккейный матч, финал, и через 40 лет, наверное, тоже. Но мне кажется, что через 40 лет опять послушать ту же симфонию, услышать ее совершенно иначе, потому что сам человек изменился, и понять, что вот к этому можно прийти всегда, но мне кажется, это очень важно. Вот насчет справедливости, мне кажется, вы вообще, для вас это важное понятие, важная субстанция. Я прав, что ваши политические взгляды исходят из этого слова. Я знаю, что вы сторонник левых взглядов. Ну да, в каком-то смысле я, конечно, для меня то, с чем жили мои родители, с понятием того, что люди равны, что нужно помогать друг другу, что как-то разбогатеть за счет другого, это неприлично, это стыдно, это у меня, я думаю, что от них еще есть, и это никак не поменялось. Другое дело, что, может быть, чуть-чуть поменялось у меня отношение, так скажем, к революционным преобразованиям. Но это, я думаю, связано с возрастом. То есть, какие бы ни были у меня или у других людей взгляды, у всех они разные, и переубедить друг друга практически невозможно. Ну, в общем, я не сторонник революционных преобразований. И Россия этому пример, а еще в большей степени Франция, и многие страны, в которых происходили, ну, есть и свежие примеры, происходили вот такие свержения власти, в том числе под милыми моему сердцу левыми взглядами. Не знаю, чтобы где-либо это происходило мирно, без насилия, без убийств людей, без триумфа демагогов. При всех моих левых взглядах все-таки вот главное политическое убеждение, которое я вынес, это все-таки из романа Достоевского «Бес». Это отнюдь не самый мой любимый писатель. Я люблю намного больше и Чехова, и Лескова. Но вот «Беса» я очень люблю и как художественное произведение, но и как то, что, по-моему, нужно читать особенно сильно сегодня в России. То есть, да, есть дураки, есть воры, есть зажравшиеся люди, но вот образ пламенного революционера Петра Степановича Верховенского, он для меня все-таки самый сильный. То есть вот эта вот потенция разрушения в нем значительно выше, чем во всех этих глупых или вороватых представителей там, власти или мещанства. Вы верите в то, что идея коммунизма когда-нибудь будет воплощена в реальность на Земле? Нет, я думаю, что это как бы не очень правильно сформулированный вопрос. Поправьте. Дело в том, что любая идея, это даже идея капитализма тоже не может быть реализована, потому что идея, а особенно в плане коммунизма, очень много создано теорий на эту тему. А в реальности есть как бы соотношение свободы и справедливости. И в любом обществе есть то или иное соотношение. Я подозреваю, что самая капиталистическая страна мира сейчас, мне кажется, это Китай. Правящая партия его называется Коммунистическая партия Китая. Поэтому все эти словесные выкрутасы, они, в общем-то, не имеют почти никакого значения. Ну, иногда. Я думаю, что в России после 17-го чуть больше, но опять-таки есть реальная жизнь, когда людям надо как-то построить дом, что-то съесть, родить детей, вырастить. И в данном случае, игра этих слов, там, воплощается коммунизм на земле, не воплощается, не имеет никакого значения. А есть соотношение
Насколько... Ну вот идея справедливости — это очень трудная тема, но тем не менее, да, скажем, в 70-е годы это слово, ну, оно жило. Это справедливо, это несправедливо. Шукшинские персонажи, живущие при социализме, они постоянно об этом рассуждают, очень много находят несправедливого. Сейчас это слово, в общем, такое архаичное, даже как бы, ну, с иронией, о какой справедливости вы говорите. Вот. Сейчас у нас общество, где свободы больше, чем справедливости. А в 70-е годы было наоборот, было меньше свободы, было больше справедливости. Как вы считаете, мир развивается в целом поступательно? Вообще он развивается или он там ходит кругами какими-то? Он точно не ходит кругами. Я даже больше скажу, ну, когда изучал историю, пришел к выводу, что она не повторяется не только в виде фарса, она вообще никогда и никак не повторяется. То есть это скорее такое вот желание, ну, интеллигенции, вот, чтобы она повторилась, чтобы мы почувствовали так же, как чувствовали там такие-то мученики, сякие. Я думаю, что ничего не повторяется. Просто все меняется. Что-то удивительным образом не меняется. Скажем, источники энергии, на удивление, до сих пор не меняются за последние 100 лет. Ну, минимально меняется, не в глобальном смысле, а вот распространение информации изменилось так, что, ну, в общем-то, моя голова это не может переварить по сравнению с тем, что было 25 лет назад. Это изменение какое-то немыслимое. Никакого повторения, никакого витка истории в этом нет. То есть мне кажется, что это такая, как сказать, мечта историков-интеллигентов о вот этих вот витках истории, чтобы можно было себя поставить на место интеллигенции там, 50-х, 30-х. Я почему спросил? Вот в 70-е годы была эта идея справедливости, так сказать, витала в воздухе, касалась жизни людей. Через 15 лет, в общем, эти же самые люди все и закончили. Ну как в целом, да, страна же несет ответственность за то, что с ней произошло. А если мы возьмем Запад, то те идеалы, которые там последние, ну уж как минимум 100 лет существуют, они, в общем, никуда особо не уходят, остаются. А почему? Потому что вот эта идея коммунистическая, идея справедливости, она такая хрупкая, что мы не выдержали или нет? Как вы думаете? Ну, мне трудно сказать. Ну, конечно же, есть природа человеческая, которую, ну, маленький ребенок, он говорит «моё», он говорит «дай». Конечно, удивительно, насколько за лет 5-6 эти понятия, так справедливо, несправедливо, что люди равны, что нужно общаться как равный с равным. Почему эта идея на какой-то момент так проиграла в России? Ну, так сложилось. Она на самом деле, ну, западное общество, конечно, видно, в нем происходят постоянные маленькие-маленькие ограничения личной свободы, ну, прежде всего, финансовой свободы. Вот, организовать какое-то новое дело, представляете, какое количество бумаг, разрешений и всего прочего, и потом выяснится, что все равно вы его не можете организовать. Россия в этом плане просто рай. Здесь сам получил бумажку, здесь как-то помог, здесь что это... Я помню, что очень удивительный человек, немец, который еще воевал с армией Роммеля в Африке, мы с ним общались в конце 80-х, нет, это уже были 90-е годы, когда я ему пожаловался на коррупцию, взяточничество, он сказал, это замечательно. В стране, где высокий уровень коррупции, очень высокая скорость бизнеса. Вот, я думаю, что в Китае, я думаю, что это еще более яркий пример этого. У меня нет ответа, но я думаю, что среди тех людей, для которых эти идеи были осязаемы, которые чувствовали вот это справедливо, это несправедливо в 70-е, но не они, конечно, явились двигательным моментом капиталистической революции в России, конечно, не они. Это
ну, как бы другие люди. Это люди как бы вот, ну, скорее, ну, с этим вот выиграть, проиграть. Все ради выигрыша. Такие люди всегда есть. В советской системе они были прилично ограничены. Сейчас вот современная Россия – это прекрасная страна для людей, которые готовы на все ради выигрыша. Но, с другой стороны, в мире все настолько сложно, что я верю, что вполне есть место и в России для людей, которые совершенно никого не хотят расталкивать локтями. И этого тоже страна большая, многогранная, и столько разных пластов. То, что все-таки и вы тоже много-много лет, да, живете в столице. Но вот столичные города во всем мире, они предназначены, и Нью-Йорк, и Париж, для людей, которые вот хотят чего-то добиться, хотят выиграть. Вот. В провинциальных городах меньше таких людей, там больше человек, придя с работы, думает, ну, мне так кажется, так, надо зайти там, к старой тетушке, там, проведать ее. А вы ощущаете себя человеком нашего времени? Или вы не вовремя? Ну, как, ну, я езжу на машине, я заправляю эту машину, я даже на имейлы иногда отвечаю. Ну, то есть у вас соотношение с внешним миром в целом гармоничное, скорее? Ну, я думаю, что есть масса людей с менее гармоничными. Есть масса вещей, которые я не понимаю, и, безусловно, чем старше я становлюсь, тем меньше понимаю, тем больше явлений, которые мне совершенно непонятны. То есть, ну, мне, ей-богу, непонятно, как можно завтракать, снять это на фото, чтобы сотни миллионов людей на планете Земля вот посмотрели, что вы завтракаете. Но я вижу, что это, ну, по-моему, это более интересно. Мало кто завтракает, но есть люди, которым это интересно посмотреть. Вот я этого не понимаю, не чувствую. Но есть масса людей. А есть вещи, которые, да, я понимаю, что вот там, на машине езжу, на самолете летаю, на поездах езжу. И даже как-то вот информацией обмениваюсь в чуть меньшем объеме, чем современный, скажем, москвич, но есть просто вот, ну, есть какой-то, вот есть один пианист, который не только не пользуется электронными средствами связи, у него есть мобильник, но он никогда к нему не подходит. Вот это уже определенный уровень, понимаете? Я, конечно, не такой, нет. Скажите, вы интроверт? Ну да, наверное. А публичность вас тяготит? Тяготит. Я могу честно сказать, для меня это до сих пор проблема, наверное, чуть меньше, чем в юном возрасте, но мне физически, конечно, было просто неприятно, когда на меня устремлены глаза там, нескольких сотен людей. Я думаю, что я отчасти с этим справляюсь сейчас, но в молодые годы, в юные, это было очень тяжело. Думаю, что просто и опыт, и, ну, это громкие слова, но все-таки любовь к музыке, это помогает в итоге. Но есть люди, у которых любая ситуация, связанная с вниманием со стороны многих людей, приводит к повышению тонуса. Вот я не из таких людей. А наслаждение от музицирования меняется, когда вы на сцене и когда вы наедине с собой? Ну, слово «наслаждение» у меня все равно ассоциируется с тем, когда я слушаю музыку. Вот именно наслаждение. Когда я слушаю чей-то замечательный концерт, когда я слушаю прекрасную запись, я наслаждаюсь и в одиночестве, и когда с друзьями слушаю вместе. Ну, да, бывает ситуация, когда если я в восторге от чего-то, и я вот кого-то зову, и кто-то со мной слушает, когда я вижу у другого человека тоже восторг в глазах, ну, я еще, наверное, больше радуюсь. Что касается своей игры, ну, мне очень трудно сказать. Это такие ощущения я даже не готов обсуждать от своей собственной игры. Просто не могу. А можете сказать, как примерно устроен мозговой процесс во время вашей игры? Ну, то есть о чем вы думаете, или все мысли уходят вообще? Ну, я думаю, что многие музыканты не захотят на эту тему говорить, но я вот что скажу. Это очень зависит от степени возраста произведения, сколько лет вы его играли, или сколько месяцев, или сколько дней. Это очень разные моменты. Есть
некоторые произведения, которые игрались на протяжении долгого периода в жизни, с паузами. Вы знаете, там действительно можно как-то, вот бывает иногда ощущение, что вы просто отдаетесь процессу игры, как вот вы, там, река вас понесла, или самолет, или вы сели на птицу, но это бывает, но это не часто бывает. Если произведение недавно выучено, то просто необходимо все время, ежесекундно решать массу задач. Я, например, у меня все-таки странная привычка, я очень часто меняю аппликатуру. Если это произведение новое, но в первых 3 выступлениях я буду играть, наверное, 3 разными аппликатурами. Соответственно, в процессе игры, исходя из данного зала и, главного, данного рояля, я буду решать, какой аппликатурой играть. Но это странно, это многие скажут, что это не очень профессионально, но это так. Есть масса вещей, если это новое произведение, вы должны просто понять, где у вас есть больший риск просто забыть текст. Я беру такой экстремальный вариант, когда вы должны очень за короткий срок выучить что-то новое. А так, масса таких, я бы сказал, бытовых задач, которые, да, честно говоря, не очень-то интересно их обсуждать. Рояль каждый раз разный, разная степень сопротивления клавиш, где-то звучит очень тускло, где-то гремит, все время вы что-то должны делать на сцене. А насколько у вас музыка связана с образами визуальными, эмоциональными? И ставите ли вы так называемую чистую музыку выше или ниже? Программный? Да. Нет, я никак не ставлю ни ниже, ни выше. Вы знаете, честно скажу, визуальных образов не очень много. Я человек не визуальный. То есть для меня есть некое музыкальное содержание, можно его назвать эмоциональным. Музыкальное содержание, оно настолько очевидное, очень трудно о нем сказать. Понимаете, вот самое примитивное, вот это вот веселое, это грустное. Но, скорее всего, это говорится, понимаете, когда речь идет об очень сильных чувствах, понимаете, объяснение в любви на словах, это так коряво. Это коряво даже у великих писателей. А уж у простых людей это ситуация, в которой, все просто краснеют головы до ног, потому что словесный аппарат не предназначен к такому. Выражение ненависти. Реально такие сильные чувства, они выражены в балладе Шопена, в концерте Рахманинова, а не в словах. И это и есть содержание, когда вот от отчаяния человек приходит к высшему торжеству. Если он об этом скажет словами, все посмеются, и я посмеюсь. Об этом говорит музыка. Вот музыкальное содержание, оно довольно неуловимое, оно, тем не менее, совершенно очевидное. Для тех, кто к этому приспособлен. То есть, и то, что касается каких-то важнейших, сильнейших эмоций, это для меня музыка в этом плане несравнимое искусство ни с каким другим. То есть моменты наивысшего волнения, счастья, страха, любви, ненависти, это музыка. Хорошо, вот эмоциональная некая партитура, понятно. А вот то, о чем Стравинский говорил, музыка ничего не выражает, кроме самой себя. Вот чисто музыкальное содержание, не переводимое на язык эмоций, для вас существует? Нет, наверное, для меня не существует. Я бы так сказал, если смягчить формулировку Стравинского, музыка как игра. Вот, наверное, так. Музыка как игра, и в данном случае даже возможное сравнение с шахматами, с покером, с чем угодно. Игра в карты. Есть и такое. Я думаю, что это очень маленькая часть музыки. И вот как раз в творчестве Стравинского эта часть музыки занимает большое место. То есть, скажем, есть моменты, которые все равно говорят о сильных чувствах. Понятное дело, что «Весна священная», но и симфония Псалма тоже. Вот. Но это все-таки для Стравинского исключение, он, может быть, даже сейчас бы руками замахал. Это как раз, естественно, те вещи, которые большинство, и я в том числе, больше всего люблю у Стравинского. Вообще, наверное, есть этот игровой элемент, даже у Моцарта он присутствует. Как сказать, просто
Вот, например, и у Моцарта, и даже в самых таких замысловатых конструкциях Баха, мне кажется, что просвечивает какой-то немыслимый, ну, можно назвать эмоциональный, духовный, религиозный смысл, какой-то такой глубинный. То, чего я лично иногда в каких-то вещах Стравинского просто не в состоянии почувствовать. Опять-таки, это говорит обо мне. Но даже вот его высказывание вы недаром А, перевели на слово «игра», потому что слово «игра», оно все равно человеческая категория. Да, дело в том, что, повторю уже в 5-й раз за время нашего интервью, то, что говорит человек, не настолько важно. Особенно если это великий музыкант, то значительно важнее, что он написал, что он сыграл, что он слушал, что он полюбил, что не полюбил. А такие высказывания, ну, любопытно. Нет, и у Стравинского это имеет какое-то отношение, но он, конечно, заостряет. Если представить, что от вас отняли музыку, вам запретили иметь какое-либо отношение к музыке, включая внутренний слух, то есть ну, вот ее не существует, но вы продолжаете жить, вы сможете сделать свою жизнь полноценной? Полноценной, конечно, она не будет казаться. И смогу ли я с годами к этому привыкнуть, я не знаю. Мне кажется, что музыка — это все-таки такое явление, которое не совсем можно включить-выключить. Вот, скажем, шахматы, как мне кажется, можно в них играть, можно не играть. Вы можете находиться внутри шахмат, можете полностью от них абстрагироваться. А с музыкой не так. Музыка — это, ну, немножечко ближе к воздуху. Вы иногда можете почувствовать, это свежий воздух, это загазованный, а часто вы об этом не думаете. Так и музыка. Музыка, она, ну, очень многогранная. И пение птицы, даже рев моторов, это все есть. А музыка, если брать конкретную музыку, шедевр классической музыки, ну, они продолжают жить и в вашем внутреннем слухе. Вы спите, вам снится эта музыка. Иногда эту музыку я несколько дней не могу вспомнить, что это, потом вспоминаю. Ну, как отключить внутренний слух, я не очень понимаю. То есть можно оглохнуть, можно отрубить руки, это более понятно, но внутри музыка будет звучать. Так что, ну, наверное, я не покончу жизнь самоубийством, если представить такой странный фантастический вариант, но, конечно, полноценный нет, не будет жить. Ну, по сути, это вопрос, который можно переформулировать словами Ницше, по-моему: без музыки жизнь была бы ошибкой. Вот была бы для вас жизнь ошибкой? Для меня да, но я бы так уже не говорил. Я знал нескольких людей, которые действительно были лишены музыки, и у них была полноценная жизнь. Но я думаю, что это возможно только у мужчины, когда человек начисто лишенный вот этого как бы элемента чувства. Почему только мужчина? Не знаю. Но я встречал, наверное, 3-4 совершенно достойных мужчины, с которыми общался. Эти люди даже заходили на концерт. У них не было этого как бы вот сочувствия. То есть они не могли сказать, это их трогает, это не трогает, это хорошо, плохо, это нравится, это они ненавидят. Для них это было надпись надгробная на непонятном языке. Женщина, мне кажется, любая в какой-то момент у нее начнет это, ну, не знаю почему это так. Ну, да и состав в залах только в паре-тройке городов вы можете увидеть 50/50 в публике. Все-таки перевес какой-то женщин в публике будет. В Лондоне вот как-то, по-моему, 50/50 по-настоящему. Ну, в России всегда в зале больше женщин. Ну, в целом чувствуют это. Если бы вам предложили вместо жизни пианиста, причем успешного, талантливого, известного пианиста, жизнь композитора, может быть, не успешного, может быть, неизвестного, но точно композитора, что бы вы ответили, да или нет? Почувствовать себя Бетховеном, Шопеном или Рахманиновым мне не дано, у меня этого дара нет. И я просто встречал некоторых музыкантов, исполнителей, которые говорят: ну, если бы я мог, если бы я чувствовал, что я композитор, я бы все ради этого бросил. То есть они ставят этот дар выше. Это даже не обсуждается, этот дар совершенно несравнимо выше. Я в жизни не назову никакого исполнителя гением. Он переводчик, он
соприкасается, он иногда вдруг заходит на ту же площадочку, где живет этот гений, но сравнивать эти дары, ну, это смехотворно просто. Можно в какие-то моменты почувствовать, так покажется, что ты гениален. Бывают такие моменты, так это или не так, но это моменты. Потом надо все равно вернуться на свою землю и понимать, кто ты есть на деле по сравнению с Моцартом и Шубертом. Вот. А я вообще-то не уверен, что есть выбор у человека, но есть отдельные моменты, когда вот человек как бы отказывается от своего предназначения, и это трагедия, ну, в данном случае совсем на другую тему, так как бы вот по российским законам как бы цари не имели права отказаться от своего предназначения. Один известный случай чуть было не привел к колоссальной трагедии, а другой случай привел. Так что, видимо, вот надо как-то понимать, что есть вещи, которые нельзя менять. И вы свое предназначение выполняете? Ну, это громкое слово, это мое занятие. Вы чаще в жизни плакали от событий, связанных с реальностью, с жизнью или с искусством? То есть от произведения искусства? Наверное, чуть чаще связанных с искусством. А есть ли что-то, что может привести вас в выступление? Но тогда надо пояснить, чтобы это выступление в чем выразилось. Чтобы у вас внутри все клокотало. Конечно. А это производят вещи, связанные с реальностью или с искусством, или то и другое? Нет, это с реальностью. Я не помню. Если что-то играется бездарно, плохо, без какого-либо трепета, я могу уйти, могу выключить запись. Выступлений, наверное, нет. Я знаю музыканты, которые могут прийти, нет. А в реальности, конечно же, конечно, да. Выступление может быть связано, насколько я понимаю, не только с крайними отрицательными, но и крайними положительными эмоциями, скажем, эйфория, восторг. Это чувство вас посещает? Вот прям крайний восторг. Крайний восторг от явления искусства, конечно, посещает. Это имеет совершенно два, конечно, это интимно, либо мурашки по коже, либо слезы, да, конечно, бывает чаще. В жизни, тоже бывает. Но если сравнить, то, да, наверное, выступление внутреннее в отрицательном плане чаще бывает от явления реальной жизни, а восторг в крайнем проявлении чаще от явления искусства, наверное, так. Есть ли у вас впереди некая формулируемая цель? Не обязательно ее формулировать, просто есть или нет? Нет, цели нет, я сам себе задаю этот вопрос иногда. Нет, я не могу так сказать. То есть в юном возрасте, да, там какой-нибудь конкурс мог быть целью. Конечно, есть какие-то произведения, которые я не играл, которые хочу сыграть. Но, наверное, все-таки это немножко не то, о чем вы спросили. Это всегда есть, будет, и я каждый год стараюсь играть практически новую программу. Но это под целью. Но цель как... Нет, то есть даже той, которая была бы внутри, которую я не могу вам сказать, даже такой нет. То есть это... Иногда мне кажется, это такой недостаток мужского начала, что ли, не знаю. А может быть, это то, что этот спортивный и соревновательный элемент у меня очень понизился по сравнению с тем, каким я был в 18-20 лет.